Привет, друзья! Как и обещала, в этом видео я хочу показать вам обзор на набор для творчества с эпоксидной смолой. В описании к этому видео я оставлю ссылку на набор, если кто-то из вас захочет его тоже заказать. Коробка достаточно большая, очень симпатично оформлена. Здесь такие рисуночки в таких голубовато-розовых тонах. Написано название «Набор для творчества с эпоксидной смолой. Время творить». Это арт-смола. Внутри тоже очень красиво оформлена розоватая бумага с фламинго, праздничное оформление. Это набор, который я получила к 8 марта, так что для подарка набор тоже отлично подойдет. Первое, что видим внутри, это такая небольшая инструкция. Здесь есть описание, как пользоваться, что нужно делать. Дальше идут наполнители для смолы. Тут очень много вариантов, очень красивые наполнители, всего их 48 штук. Также присутствует маска, защитная маска для использования, смола, сама смола плюс отвердитель. Использовать нужно в пропорциях 2 к 1. Также здесь идут сухоцветы. Это красители для смолы, 3 цвета, красный, желтый, синий, а также черный и белый. Веревочки для кулонов, здесь 5 штук. Это фом-наполнители, плюс швензы для сережек, серебристые и золотистые. В подарок продавец положил такие милые заколочки, 2 штуки. Пластиковые стаканчики для размешивания смолы. Здесь 3 больших стаканчика и где-то штук 6 маленьких стаканчиков. А теперь самое интересное – это силиконовые молды. Давайте сразу откроем, посмотрим, какие же тут интересные молды. Это для создания ручки. Нужно будет вставить стержень, заливать смолу, и можно делать самостоятельно ручки. Очень интересно будет попробовать. Молдов в этом наборе очень много, и они классные. Вот такой мишка, браслетик. Дальше у нас идет набор из 6 колец, а также 4 пары сережек. Колечки для создания брелков. Здесь 5 штук таких колечек. И дальше еще очень даже неплохое количество молдов. Сейчас откроем, посмотрим. Я уже вижу там молды для кулончиков. Очень интересно будет их попробовать. А также здесь присутствует ручное сверло. Позже я покажу, как этим всем пользоваться, конечно, после того, как сама это выясню. Итак, вот такая формочка с различными маленькими предметами для заливки, а также 2 формы. Здесь пуговицы и кулоны. Одна из форм у меня уже есть, потому что в прошлом наборе я заказывала, вот такая форма там уже была. Следующая форма для брелоков подходит, поскольку там большие такие массивные фигуры получаются. Внутри пакетика еще один пакетик. Это ручное сверло. Я потом покажу, как им пользоваться подробнее. Здесь пипетки, а также специальные ложечки, которыми будет очень удобно смолу наливать. И вот эти формочки для создания кулонов. Здесь 5 штук таких удлиненных форм. Сюда можно какие-то предметы класть, но я думаю, можно всего интересного придумать много с этими формочками. Дальше там еще осталась фурнитура для кулонов, которые как раз-таки нужно будет с помощью сверла вставлять в изделие. Еще несколько пипеток. Ну и все. Вот он наш набор. Так он выглядел. Давайте сразу приступим к экспериментам. Очень не терпится попробовать. Первую заливку я решила сделать в таких розово-оранжевых цветах. Я выбрала соответствующие наполнители. У меня уже есть стаканчик для смолы с отметками, в который очень удобно наливать смолу и смешивать с отвердителем. Итак, я замешала смолу, добавила туда 2 наполнителя, розовый и оранжевый, такие блестящие наполнители. Смолу я наливала в перчатках, сейчас я их сняла, потому что неудобно было снимать, трогать телефон.
Но вас я призываю всегда использовать обязательно маску и перчатки, поскольку в жидком виде эпоксидная смола является токсичным материалом. Я поняла, что мне не хватает блесток оранжевых, добавляю остаток из баночки, замешиваю снова. После того, как смола несколько минут еще постояла, я начинаю заливку. Как видите, я надела перчатки, чтобы смола не попала мне на руки ни в коем случае. Начинаю заливать форму с медведем. Дальше я взяла пипетку и заливаю той же смолой форму с колечками. Здесь очень узкое горлышко, и поэтому пипеткой заливать намного удобнее, чем делать это из стаканчика. Я бы даже сказала, что только пипеткой возможно залить такую форму. Итак, я разлила всю смолу по формам. Вот в эти большие формы добавила еще разных наполнителей, блестки, а также вот эти маленькие наполнители с фруктами, которые присутствовали в наборе. Залила несколько колечек, а также браслет. Внутрь я положила, опять же, формы в виде фруктов. Попробовала также залить вот этот длинный кулон, а также 2 пары сережек. Ну что, прошло 24 часа с момента заливки, и формы уже можно доставать. Первым хочу достать медвежонка. На самом деле это самый долгожданный и волнительный момент, когда достаешь формы. И вот такой медвежонок получился. Мне на самом деле очень нравится, несмотря на то, что все наполнители как бы скатились вниз формы. Сейчас поближе увидите. Но даже несмотря на это, мне очень нравится эта фигурка. Вообще сама форма классная. Такой милый медвежонок получается. Я думаю, что его, конечно, лучше использовать для брелка. Сделать дырочку, наверное, придется. И прикрепить форму, кольцо для брелка.
Дальше достаем колечки. Я залила 4 штуки. Посмотрим, как они залились и что вообще из себя представляют. Доставать их несложно, но есть у меня ощущение, что смола застыла не на 100%. Я ждала 24 часа, но в инструкции было написано, что нужно ждать от 24 часов до 36. И смола вообще при заливке очень жидкая, поэтому я думаю, что есть смысл подождать все-таки 36 часов, чтобы формы затвердели на 100%. Да, они, конечно, вытаскиваются, но вот я ощущаю, что они как будто слегка не добрали максимальную твердость. В колечках тоже наполнитель сел на дно формы. И получилось, что он как бы в самом низу, а вот сбоку колечко получилось прозрачное, что на самом деле именно для этой формы плохо. Если с медведем это нормально смотрится, то с колечками, конечно, получилось так себе. Но это первая заливка, первая проба. Тем не менее, вот такие кольца получились. Можно примерить, какие мне подойдут, какие не подойдут, чтобы потом знать, какие из форм заливать. Вообще руки у меня довольно большие, поэтому мне подойдут, видимо, только 2 самых больших кольца по размеру. Ну, разве что маленькое можно на мизинчик носить. Следующее — это несколько формочек. Они, в принципе, для кулонов предназначены, я так понимаю. Я залила сердечко, вот такой вот многоугольник и 2 маленькие штучки, сердечку и капельку. Здесь та же ситуация, наполнитель весь сел вниз, а вот эти вот шарики, они слишком легкие, и они наоборот застыли на поверхности, не опустились. Так что вот такой эксперимент получился, вот такая формочка, и такие изделия из нее вышли. Следующие на очереди сережки. Я залила 2 пары. Мне очень понравилась эта формочка, очень аккуратные, очень милые сережки получаются. И у меня вышли вот такие розовые. Думаю, что обязательно надену швензы на них, приделаю к ним точнее. И буду носить, потому что, в принципе, очень симпатично вышло. И формы эти мне нравятся. И они такие аккуратные, не слишком большие. Очень симпатично. Следующим я хотела достать этот кулон, но он просто не поддавался, я никак не могла вытащить его из формы. Потом я поняла, что он не до конца застыл, и когда я пытаюсь давить сильно и как-то с силой его вытащить, то он начинает деформироваться. Вот конкретно для этой формы, конечно, 24 часа это мало, обязательно нужно ждать как минимум 36 часов, лучше все 48. Так что спустя несколько минут мучений я оставила его в покое и решила вытащить чуть попозже. Сейчас буду вытаскивать вот такие вот брелочки. Здесь я не всю форму залила целиком, а вот несколько квадратных. Плюс после того, как залила смолу с розовым и оранжевым наполнителем, еще сверху засыпала других наполнителей. На первом у меня бордовые блестящие, такие как конфетти. На остальных фрукты и блестяшки разные.
Из этого молда мне особенно сильно понравились вот эти парные брелочки. Они с сердечком. Если соединяешь их, то получается сердечко. Думаю, это классный подарок, например, для влюбленных. Хорошо подойдут как такие парные брелочки для ключей. А сюда я добавила звездочек оранжевых, и они у меня застыли прямо сверху на смоле. Здесь у меня тоже звездочки и еще разные блестящие штучки. Сюда я добавила вот эти вот бордовые наподобие конфетти наполнитель. Изделия у меня получились блестящие, розовые, но по-настоящему девчачьи. Так что, думаю, меня на такое потянуло из-за того, что праздник 8 марта. Ну, это был мой подарок к 8 марта. И я сделала такую чисто девчачью заливку со всякими блестяшками и розовыми штучками. Осталось достать браслетик. Это очень интересный молд. Мне прямо не терпится посмотреть, что же получилось. Он тоже розовый, с розовыми наполнителями. От формы отходит достаточно хорошо. В этой форме смола тоже застывает чуть дольше, больше 24 часов, несмотря на то, что мне удалось достать сразу этот браслет, но было ощущение, что смола еще не достигла максимальной твердости. Все-таки лучше ждать 36 часов, ну или больше. Сама форма очень красивая, точнее изделие получается очень красивое. Видите, браслетик он не гладкий, а с такими гранями. Единственный минус: я налила мало смолы, и сверху смола при застывании немного осела, дала усадку, и сверху получилась такая впуклость, скажем так. Это изделие надо будет доделать, сверху залить аккуратненько смолу, чтобы завершить его. Но даже так выглядит очень симпатично. Мне очень нравятся эти грани и то, что смола застыла без пузырьков. Раньше у меня часто возникала такая проблема, но вот эта смола, она очень жидкая, и при работе с ней есть, конечно, недостаток, что вот эти все блестки оседают, но с другой стороны огромный плюс, что изделие получается с минимальным количеством пузырьков. Я все-таки вынула вот этот кулончик и даже уже установила к нему крепление. Мини-фруктики все упали на дно, что неудивительно. А вот наполнитель розовый, такая розовая пыль как бы, она в принципе распределилась равномерно по смоле. Это первый опыт, но я считаю, выглядит даже неплохо, можно сказать. С помощью ручного сверла я сделала дырочку сверху на кулоне и засунула туда вот этот держатель, не знаю, как он называется, в общем, петелька, чтобы можно было этот кулон потом использовать. Я не сразу поняла, как этим предметом пользоваться, у меня сверло постоянно выпадало, но сейчас я уже поняла, как нужно что делать, и покажу вам на примере мишки, как сделать дырку в изделии из эпоксидной смолы с помощью ручного сверла. Самое главное, очень хорошо закрепить сверло на головке. И, как видите, я это не очень хорошо сделала, и оно у меня залезло внутрь. Я его снова вытаскиваю, раскручиваю и затягиваю. Затягивать нужно прям очень-очень хорошо, иначе у вас тоже такая будет ситуация, что оно будет залазить внутрь. Дальше нужно крепко держать изделие и делать аккуратно дырочку, так, чтобы она была удобно расположена. Крутить можно как само изделие, так и сверло. Я делаю это просто рукой. Очень важно не торопиться и очень крепко держать само изделие, чтобы сверло не соскользнуло, а просверлило дырочку. Может получиться не с первого раза, здесь нужно приноровиться. На этом видео я снимала, когда делала это второй раз, но потом уже в следующие разы у меня получалось все лучше и лучше, так что это приходит с опытом.
Теперь я достаю вот эту штучку для крепления, и ее нужно вкрутить аккуратно в ту дырочку, которую просверлили только что. Это можно попробовать сделать руками, но руками не слишком удобно, она плохо заходит, поэтому можно использовать и плоскогубцы для этого, для того, чтобы до конца затянуть, и чтобы потом эта штука не выпала и наше изделие не оторвалось. Ну все, готово. Наш медвежонок готов. Осталось только приделать само колечко для брелока. Мне очень сильно понравился этот медвежонок. Он выглядит как какая-то конфетка, леденец. Мне кажется, очень красиво. А мы с вами перемещаемся в другой день. Я сделала еще одну заливку. На этот раз я использовала голубые тона. Я взяла краситель голубой, добавила его в смолу, также отдельно в стаканчике смешала немного желтого и синего, чтобы получить зеленый. В принципе, все получилось так, как я и планировала. Я залила и пуговицы, и колечки, также дозалила несколько брелоков, сделала сережки, но здесь я перелила немножко смолы. Теперь остается ждать, пока все это застынет. На розовых брелочках края были неровные из-за того, что смола немножко дает усадку, поэтому эти изделия я доделываю. На браслетике сверху я долила прозрачной смолы, и вот все, что я залила в этот раз. Очень не терпится увидеть, что же получится, когда все будет готово. Итак, для меня уже прошло больше 1 дня, для вас всего лишь секунда. Изделия мои застыли. Вот эти брелочки я дозаливала сверху, так как край был неровный, и я просто добавила сверху прозрачной смолы. Теперь они ровненькие, красивые, можно смело использовать. К вот этому кулончику, который я заливала в первую заливку, я тоже добавила прозрачной смолы. Он стал намного лучше выглядеть, ровнее. И я уже приделала сюда колечко, держатель, и это готовое изделие. С браслетом я делала абсолютно то же самое, тоже сверху добавила смолы. Как вы помните, сверху была такая впуклость. Но мне удалось легко это исправить. С помощью пипетки я накапала туда смолу, и теперь выглядит вполне себе неплохо. Нет никаких острых углов, все аккуратно, красиво. Мне очень нравится. Единственное, что этот браслетик мне маловат. Думаю, он подойдет на руку поменьше. Но сам по себе очень симпатичный браслетик. В принципе, я бы такой даже носила. А почему нет, собственно? Также я доделала вот этот брелочек с медвежонком. Посмотрите, какая красота. Мне очень нравится. Мне кажется, это замечательный подарок для ребенка, например. Ну и не обязательно для ребенка, и для подростка, и для взрослого человека. Ну, для девушки, конечно. Давайте теперь посмотрим, каким получился второй мишка в голубых тонах. Здесь я добавляла несколько наполнителей, все в таких голубовато-синих оттенках, а также синий краситель. И посмотрите, какая красота получилась. Мне очень нравится, он весь переливается, и опять здесь присутствует эффект леденца. Так и хочется его откусить или попробовать на вкус. Очень аппетитный медвежонок.
предлагаю посмотреть и на другие изделия. Все уже отлично застыло, и мне не терпится посмотреть на результаты. Думаю, как и вам. Вот эти пуговички у меня сдвоились, слишком много смолы залила. Вряд ли это получится исправить. Ну, теперь буду знать, что с пуговицами нужно аккуратно, потому что там нужно буквально несколько капель смолы. Формочки очень маленькие, и работать с ними надо тоже очень аккуратно. Вообще, когда я заливала эту форму с пуговицами, у меня возник такой вопрос: почему они все разные? Каждая пуговичка отличается по дизайну, там есть плоская форма и с такой небольшой каемочкой. Я думаю, на видео вы это заметили. Так вот, получается, если, допустим, мне нужны пуговицы для рубашки, то мне нужно, ну, штук 7-8, например. А здесь все пуговицы разные по размеру. Соответственно, мне надо сделать, ну, например, 7 заливок. А как же сделать одинаковый цвет смолы в таком случае? То есть каждую пуговицу нужно заливать отдельно, и это очень неудобно. Мне кажется, было бы целесообразнее сделать все 8 пуговиц одинаковые, например, и было бы несколько форм с одинаковыми пуговицами. Мне кажется, это логично. А делать вот такую форму с совершенно разными пуговицами — это непрактично, скажем так. Мне, конечно, было интересно заливать эти пуговички, и я их обязательно сохраню, может, буду использовать для чего-то, но вот такая мысль. Теперь я достаю кристаллики. Эта форма вообще мне очень понравилась. Из нее получаются очень симпатичные драгоценные камни. Ну, что-то типа драгоценных камней. Выглядит очень красиво. Они все граненые. Можно заливать как просто смолой определенного цвета, так и с наполнителем, чтобы они сверкали от вот этих блестяшек. Использовать их можно для разных целей, например, для создания тех же брошек или каких-то украшений, наклеивать их на другие изделия, ну, либо, может быть, делать какие-то отверстия и пришивать, опять же, делать из них сережки, кулоны и все остальное. Теперь посмотрим, как получились эти сережки. На этот раз я залила все 4 пары, но смолы залила слишком много в одну из 4 пар, и вряд ли это удастся как-то спасти. Ну ладно, давайте смотреть. Первые каплевидные, ну, очень красиво получилось, мне прям нравится. С удовольствием бы одела их на какой-то праздничный вечер под что-то зелененькое. Следующие с прозрачной смолой и наполнителем, таким голубовато-синим, тоже довольно симпатично. Мне нравится. Вообще вот эта форма мне нравится. И вот эти сережки неудавшиеся. Я думала, что, может быть, как-то ножом можно будет отрезать, но вряд ли что-то из этого получится. А вот последние с синими блестками
я насыпала блестки сразу в форму, а потом уже сверху залила смолу, поэтому они не перемешались. Но с другой стороны, это тоже достаточно интересный эффект, как мне кажется, и можно сказать, что это креатив. Так что вот эта форма с 4 парами сережек мне очень нравится. Мои фавориты это вот эти вот капельки зеленые. Очень достойная форма, хочу сказать я вам. Теперь давайте посмотрим колечки. Я залила самые большие по диаметру, положила туда наполнители в виде фруктов. Вот смотрите, здесь арбузик. Сверху немного неровность получилась, потому что смолы я тоже добавила чуть больше. Вообще, если смолы не долить, то получается неровный край. Если смолы перелить, тоже получается неровный край. Получается, что смолы нужно положить именно столько, сколько нужно, найти этот идеальный баланс. У меня пока не совсем получается, но я думаю, что это приходит с опытом. Следующее колечко с лимончиками, такое желтое, веселенькое. Это самая большая по размеру форма. И третье колечко цитрусовое. Здесь разного цвета цитрусовые, апельсинчик, лимончик и грейпфрут, я так думаю. Оно поменьше диаметром, как раз вот на мизинец подойдет. На самом деле из-за толщины изделия его неудобно носить. Я думаю, что такие кольца я бы не носила, но чисто для эксперимента делать их, конечно, интересно. Следующая форма это кулончики. Они сделаны в виде драгоценных камней, например, такой каплевидный, либо многогранник. Также есть овал. Форма сама по себе очень симпатичная, мне очень нравится изделие. Получаются просто готовые кулоны. Конечно, можно и для сережек использовать. Посмотрите, у меня уже комплект готов тут из сережек и кулона. Вот это сердечко очень симпатичное тоже. Здесь я экспериментировала. Я вначале взяла 2 красителя, синий и белый, потом налила смолу и потом пыталась это зубочисткой намешать, чтобы получился эффект как от какого-то камня, типа мрамора, что-то. Конечно, получилось у меня не очень хорошо, но опять же, это первый мой опыт смешивания красителей. Раньше я никогда не использовала красители для эпоксидной смолы. Так что тоже очень интересный эксперимент. В этой форме для брелков я использовала металлические крылышки, а также бусины и разные наполнители. Но здесь у меня заготовка для того, чтобы ее потом продолжить. Вот этот вот кружочек я вытащу, а брелки доделаю чуть позже и покажу вам. Здесь получился такой кулончик. Ну, наверное, это можно использовать как кулончик. В принципе, он такой симпатичный получился. Это все изделия, которые готовы на данный момент. Ну, готовы, я имею в виду, полностью застыли. Это вторая заливка. Первая была розовая, вторая голубая. И посмотрим, какая же будет третья. Итак, третья заливка. Я решила сделать ее золотой. Использовала желтый цвет из набора, добавила туда наполнители различные, золотистый, немножко такой бронзовый, также блестки более крупного размера. В общем, все, что я нашла там золотого, я намешала и добавила. Вот в этот брелок я добавила цветы. Это цветочки из набора. А вот желтые цветы у меня уже были, такие сухоцветы. Так что я скомбинировала, и получился такой симпатичный брелочек.
В этот я добавила фиолетовые бусины и голубые сердечки из прошлой заливки. Получилось тоже симпатично. А в следующий добавила бусы, как отдельные бусы, бусины, так и пайетки, и еще бантик. Сюда просто залила золотистую смолу. В следующем использовала такие конфетные наполнители и сердечко из розовой заливки. Здесь у меня пузырик получился, как видите. При этом в остальных изделиях вообще нет пузырей, что очень здорово. Смола в этом плане классная, мне очень понравилось. Вот эти два изделия у меня с прошлой, голубой, так скажем, заливки. Они с крылышками, я сюда добавила бусины, а потом залила еще прозрачной смолы, поскольку они были недостаточно ровными. С каждым разом хотелось все больше и больше разных предметов положить в эпоксидную смолу и залить эпоксидной смолой. На самом деле процесс очень интересный и очень творческий. Смола прозрачная, отличного качества. Мне вообще понравилось с ней работать. И я для себя сделала вывод, что мне намного лучше работать с более жидкой смолой, чем с более густой. Потому что густая смола, с ней и время работы меньше, и получается много пузырей всяких различных. А вот с жидкой смолой такой проблемы нет. Теперь давайте посмотрим сережки, такие золотисто-бронзовые, можно сказать. Вот в эти первые две пары я не ложила краситель, а вот в следующие две я намешала желтый цвет и уже наполнитель с блестками. Как видите, результат отличается. Но мне оба варианта понравились, и, как я уже говорила, эта форма мне вообще в принципе нравится. Так что вот такие 4 варианта сережек получились. Я считаю, вполне неплохо. Вот еще изделия, которые у меня получились. Я сделала такого золотистого медвежонка. Вообще медвежонка заливать мне очень нравится, как вы уже поняли. Эта форма, ну просто моя любимая из всех, наверное. Здесь также есть золотые пуговички. И я сделала еще один цвет, уже после золотого. Отдельно намешала смолу. Хотела я сделать фиолетовый, но у меня не получилось. Я смешала красный и синий, а получился вот такой какой-то непонятный цвет, вроде синий, но немного грязноватый. Возможно, я что-то делала не так, и нужно было взять вначале красный цвет и добавить в него капельку синего, а не наоборот, красный добавлять в синий. Либо я добавила мало красителя. Не знаю, в чем дело. Пока что у меня мало опыта в использовании красителя. Надеюсь, что с опытом придет понимание, и я смогу уже намешивать любые цвета из тех 3 цветных, которые есть в этом наборе. Также я назаливала вот этих маленьких кристалликов, драгоценных камней, так скажем, и заполнила всю форму. Здесь у меня есть как золотые изделия, так и вот этого грязно-синего цвета.
Посмотрите, какое огромное количество маленьких кристалликов у меня получилось. Теперь перейдем к кулонам. Из вот этих 4 фигур я придумала сделать сережки. И знаете, что они мне напоминают? Это же сериал «Игра в кальмара». Помните, там были квадраты, круги и треугольники. А вот как раз 3 фигуры из этого набора напомнили мне этот сериал. Я решила сделать такие сережки. Правда, там не было ромбика в сериале. Но сережки можно носить попарно, например, круг с квадратом или треугольник с квадратом и так далее. А теперь давайте посмотрим на все изделия, которые у меня получились. Получилось, ну, просто очень много всего, при том, что смолы я использовала не так много, еще очень огромное количество осталось в баночках. Тем не менее, смотрите, как много украшений. К некоторым сережкам я уже приделала швензы, и это готовые изделия. Другие еще пока ждут своей очереди. Но я, в принципе, довольна, и особенно мне понравился сам творческий процесс. Уже после я сделала еще одну заливку, а все потому, что я еще хотела показать, как заливать ручку, точнее показать, что у меня получилось. Я купила стержни, к сожалению, эти стержни оказались чуть короче, чем нужно. Тем не менее, я все равно сделала заливку. Результатом, честно говоря, я недовольна, потому что сама форма очень неудобная. Ну, во-первых, она слишком длинная, под стандартный стержень, получается, не подходит. И вся передняя часть стержня оказалась в смоле. К счастью, мне удалось очистить это с помощью ножа, но вот эта вот верхняя часть тоже получилась совсем не очень хорошо. Думаю, что проблема все-таки в форме, она совершенно неудобная. Если заливать слишком много смолы, то получается вот такая неровность сверху. Если заливать меньше, то получается какая-то яма. Короче говоря, мне совершенно не понравился этот молд для ручки. Хотя мне очень не терпелось его попробовать, и я возлагала большие надежды на это изделие. Думала, буду делать прикольные ручки из эпоксидной смолы. При этом ручка пишет, ее можно держать, но вот эта верхняя часть с неровностью, с ней придется что-то делать. А это уже дополнительные проблемы. Следующая форма. Я взяла ту же смолу с теми же наполнителями
и положила туда ракушку, но снизу у меня получился пузырик такой, который никак уже не убрать. Тем не менее, сверху смотрится, ну, пойдет, скажем так. Дальше у меня 4 формочки из сериала «Игра в кальмара». Для меня теперь уже это ассоциация с этими формами. И вот такая вот формочка для брелка. Осталось показать несколько кулонов. Это вот такие удлиненные формы. Самое классное, то, что у меня получилось, это такой кулончик с морскими ракушками. Я у себя дома нашла несколько маленьких ракушек и решила положить их в эту форму. Заливала смолой с голубым наполнителем, ну как бы ассоциация с морем, и получилось очень достойно. Этот кулончик вы уже видели, а вот эти 3 я делала в последнюю очередь. Пыталась сделать такой фиолетовый, темный, мистический цвет, но получились они какие-то темные, не слишком выразительные. Большинство блесток упало на дно формы. Тем не менее, при определенном освещении видно, что это такой темно-синий цвет. Опять же, не фиолетовый, но что-то мистическое, наверное, в них все-таки есть. Итак, такое получилось у меня насыщенное видео со множеством изделий. Я надеюсь, вам было интересно. И это видео было для вас полезным. Ставьте лайки и пишите комментарии. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Я очень довольна этим набором с эпоксидной смолой. Очень много классных изделий у меня получилось, поэтому я не жалею, что выбрала такой подарок. Очень рекомендую попробовать, если вы увлекаетесь этим. Я думаю, вы не пожалеете о такой покупке. Спасибо вам огромное за просмотр и увидимся с вами в следующих видео. Пока!